Около 40 стран мира не признали итоги выборов в Беларуси в 2020 году. Не признали Лукашенко и его правительство легитимными и не раз публично заявляли об этом. Многие из них также публично назвали его международным террористом после инцидента с самолетом Ryanair и захватом в заложники двух его пассажиров – Романа Протасевича и Софьи Сапеги. И почти все они присоединились к санкциям против режима Лукашенко. Страны, о которых я говорю, также являются членами Международного валютного фонда. А потому сегодня я обращаюсь к министрам иностранных дел каждой страны, заявившей о непризнании режима Лукашенко легитимным и принявшей против него санкции. И хочу задать один простой вопрос. Как вышло, что вопрос доступа к ресурсам МВФ, в частности к СДР счету Беларуси, для режима Лукашенко до сих пор остается открытым? Как официально непризнанное на политическом уровне правительство Лукашенко может претендовать на получение миллиарда долларов от Международного валютного фонда? Миллиарда, который будет использован на силовое удержание власти, захваченной через фальсификацию выборов и самые жестокие репрессии против мирных граждан в современной истории Беларуси, да и Европы в целом. Миллиарда, который пойдет на содержание силовиков и тюрем, на покупку оружия, на пытки и убийства. Миллиарда, который, вопреки высоким целям МВФ, не будет использован на преодоление последствий рецессии 2020 и поддержание белорусской экономики. Ведь вся она сейчас работает только на режим и его силовой аппарат. Я призываю каждого министра иностранных дел на уровне правительств поднять перед представителями ваших стран в Совете управляющих МВФ этот принципиальный вопрос. Вопрос о блокировании для нелегитимного и незаконного режима Лукашенко доступа к СДР счету Беларуси. Занять твердую и однозначную позицию, которая будет на 100% совпадать с политическим решением о непризнании режима Лукашенко и будет ретранслирована на решение МВФ. Заблокируйте доступ к миллиарду для террориста и диктатора и сохраните его для новой Беларуси. Вот чего сегодня ждут белорусы, чью борьбу за свободу вы поддерживаете. Вместе с этим обращением мы направили вам письма, где подробно изложили нашу позицию и искренне надеемся на вашу солидарность. Время действовать вместе и остановить финансирование диктатуры в Беларуси раз и навсегда.